Здравствуйте, уважаемые любители бильярда! Я рад приветствовать вас на новом видео украинского бильярда «Стрела». И сегодня мы будем с вами наблюдать матч 1/8 финала первого турнира по бильярду «Стрела» между Константином Виноградовым и Виктором Барабаном, автором игры «Бильярд Стрела». Ну и так уж получилось, что сегодня я буду комментировать для вас свою же игру. Но я думаю, что для того, чтобы лучше понять правила и преимущества бильярда «Стрела», это может быть даже интересно. Многие из вас уже знают правила бильярда «Стрела» и знают, что сейчас первым касанием битка нужно попадать в красный или желтый шары. Системы в бильярде «Стрела» разрешены. То есть, если сейчас игрок попадет первым касанием битка в очередный шар, и после этого упадет, предположим, синий шар, то за забитие синего шара игроку начисляется 2 очка, и он продолжает свою серию. Ну и вот сейчас вы видите, очень интересно играл Константин Виноградов. Успешно атаковал желтый шар в среднюю лузу, а битком пытался забить синий шар в противоположную среднюю лузу. Ну и по правилам вы уже знаете, что за забитие прицельного, то есть чужого шара, игрок получает 2 очка. За забитие битка, то есть своего шара, игрок получает 1 очко и право играть с руки из 2 домов. Ну а Константину Виноградову не дает покоя положение синего шара. Рассматривает он возможность забить его в среднюю лузу. Да, играл битком синий шар от зеленого Константин, но забить синий не удалось. Но я еще раз напомню, что сейчас первым касанием битка нужно попадать в 2 наименьших по очередности шара на столе. Сейчас это красные и зеленые шары. Для удобства просмотра очередные шары на ваших экранах большего размера. Да, и ну вот рассматривал я возможность постановки снукера от красного шара, но все-таки выбрал атаку. И, как видите, забиваю биток от зеленого шара в правую угловую лузу. И поскольку и красный, и зеленый шары находятся в доме, удар будет выполняться из другого дома. По правилам, после забитого битка можно играть только один раз биток из дома или играть прицельный шар. Но в данной позиции прицельный шар очень сложно сыграть, но есть хорошая атака в правую лузу от красного шара. Не удается мне забить биток, и красный шар не выходит на игру, поэтому продолжится позиционная борьба. А я вам тем временем расскажу о турнире, который вы сейчас имеете возможность наблюдать. Это партия 1/8 финала первого блиц-турнира по бильярду «Стрела». Проходил этот турнир в бильярдном клубе «Триумф». Призом за первое место был кий от компании «Ас», за что мы благодарим компанию «Ас». В турнире принимали участие 12 игроков, среди которых такие выдающиеся спортсмены, как Дмитрий Белозеров, Константин Кулик, Евгений Талов, Владислав Косогов. И игры этих спортсменов вы сможете позже увидеть на нашем канале. Так что не забудьте подписаться на YouTube канал Стрела Бильярдс и поставить лайк этому видео. Ну а тем временем Константин Виноградов не очень хорошо отыгрался на зеленом шаре. И я сумел после его ошибки забить шар в угловую лузу. Получил 2 очка и уже имею перевес 3-2. Ну и, кстати, сегодня я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, которые уже накопились после просмотра вами первых видео. И один из вопросов, почему за забитие прицельного шара 2 очка, а за забитие битка 1 очко. Причина разной ценности шаров в том, что после забития битка гораздо проще продолжить серию. Поскольку игрок получает право играть с 2 домов,
То есть у него есть возможность продолжить серию с любого места огромной части стола. При этом после забитого прицельного шара для продолжения серии игроку нужно сделать выход, что усложняет само забитие прицельного шара. Ну и на данный момент наигрыш в бильярд-стрела позволяет сказать, что разделение стоимости прицельного шара и битка логично и повышает интерес игры и для игроков, и для зрителей. Но вернемся к игре. Вот сейчас есть неплохая возможность поставить биток за розовый шар. Но, как видите, слишком много дал я правого винта, перекрутил биток. И даже есть возможность у Константина забить коричневый шар в угловую лузу. Но неудобство составлял для Кости розовый шар, который мешал ему удобно сыграть по коричневому шару. И забить коричневый Константину не удалось. Но я тем временем рассматриваю атаку красного шара, который стоит на довольно сложной резке. Но, честно говоря, по своей игре не могу устоять от атаки. И вот, как вы видели, судорога свела мою правую руку. И получился этот хороший удар. Не свойственный для меня. Немножко даже постоял красный шар в створе лузы. Но хорошее оборудование в бильярдном клубе «Триумф» позволило упасть этому шару. Да и сами цветные шары для бильярда «Стрела» Aramid Premier 67 мм тоже очень хорошие и качественные. Напомню, что заказать их вы можете только на нашем сайте strela.pro. Переходите на наш сайт и читайте подробную информацию об этих шарах. Ну и вот уже у Константина есть неплохая возможность догнать меня в счете. Но как-то очень сильно провел он этот удар. Перебросил свояк. И забить не удалось. Ну а я тем временем постараюсь ответить на еще один часто задаваемый вопрос. А именно, почему же в бильярде «Стрела» нужно попадать именно в два наименьших по очередности шара на столе. А не, допустим, в один или не в три наименьших по очередности шара на столе. Но ответ такой, что попадание в два наименьших шара на столе наиболее оптимально как для забития шаров, так и для постановки снукеров и позиционной игры. Поскольку особенностью столов для пирамиды, которые используются для бильярда «Стрела», является то, что луза не намного больше диаметра шара, то есть в этом бильярде сложно забивать шары. И если играть в один наименьший по очередности шар, то игра полностью теряет динамику, возможностей для атаки становится очень мало, и к тому же после забития нужно еще делать выход также на один определенный шар, что очень усложняет построение серий. Ну а если можно будет играть в три наименьших по очередности шара, то значительно усложняется постановка снукера, и фактически элемент становится ненужным, потому что три прицельных шара и биток очень сложно контролировать. Поэтому оптимально попадание в два наименьших по очередности шара на столе, поскольку в этом случае интересно ставить снукеры, для этого нужно контролировать два прицельных шара и биток. И в то же время достаточно комфортно строить серии, поскольку делать выход можно не на один конкретный шар, а на два, что дает больший диапазон в выборе ударов. Ну, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. И можно вернуться к просмотру матча, где Константин Виноградов пытается забить синий шар в среднюю лузу. Не удается это Косте. И очень опасно движется синий шар к угловой лузе и становится на простой удар для забития.
Да, забиваю я синий шар. Там еще мы пропустили, я забил биток от коричневого шара. И уже веду со счетом 8-2. И что это означает? Это означает, что отставание у Константина 6 очков, а на столе 8 очков. И вот я еще забиваю неплохой свояк от коричневого шара. Набираю еще 1 очко. И это значит, что Косте уже нужен снукер или забитие битка для того, чтобы добрать одно потенциальное очко, которое ему не хватает. Понимаете, да? Сейчас отставание 7 очков, а на столе 8 очков. Но набрать забитием только прицельных шаров можно только 6 очков. То есть где-то по дороге Константину нужно будет забить или биток, или вынудить меня сделать штраф. Там, допустим, поставить снукер. Не удается мне забить биток от розового шара. И Константин бросается в погоню. Тут, мне кажется, неплохая у него есть возможность от розового на оттяжке увести биток за черный, а розовый поставить куда-то к правой дальней угловой лузе. Возможно, есть этот удар. Но сложность тут в том, что нужно брать дополнительное приспособление, машинку. И отказывается от этого удара Костя. Ну и ошибается в отыгрыше. Дает мне возможность еще оторваться в счете. Но не удается мне забить этот биток от коричневого шара. Но и ничего простого я не отдал. И снукер в данной позиции достаточно сложно сделать. Ну, конечно, можно в прокат от розового попробовать перевести биток за черный. Розовый идет на левую половину стола. Но Константин выбирает прекрасным ударом забить прицельный коричневый шар. Набирает 2 очка. Отставание 5. На столе 6 очков. Прекрасный удар. Молодец, Константин. И из этой позиции уже можно поставить снукер. Но Костя пытался все-таки добрать очки сыгрыванием битка. Не удалось ему это, но и у меня атаки нет. И, как вы видите, пытался я завести биток за черный, розовый перевести на дальнюю половину стола, но коснулся биток черного шара, поменялась траектория движения битка, и этот удар у меня не получился. А Костя по схеме 2 борта свой к себе пытался спрятать биток за черный, но тоже достаточно неточно. Наверное, толсто попал или дал много правого вращения. Я также пытаюсь завести биток за черный, но тоже очень неточно. Я дал мало левого вращения и не удалось завести биток за черный шар.
Константин отыгрывается просто, без желания поставить снукер. Ну, в принципе, это тоже такой достаточно неплохой ход. Отыгрыш хороший. Можно попробовать поискать счастье в забитии свояков. И вот, как вы видите, этот хороший отыгрыш привел к тому, что я ошибаюсь в своем ударе. И у Кости есть, наверное, возможность на оттяжке на правом нижнем винте затянуть биток в правую среднюю лузу. Я бы, наверное, так играл. И, кстати, напоминаю я здесь Константину, что ему сейчас нельзя забивать розовый шар, потому что в этом случае у него уже не будет хватать очков на столе. Поэтому нужно что-то придумывать Кости. Слишком он отпустил меня в счете. Да, и вот пытался Костя подтянуть биток в среднюю лузу, но не удалось ему это. И опять-таки я также хочу закончить партию атакой. Наверное, были какие-то схемы для постановки снукера, но я вот припоминаю, что хотел уже просто закончить партию атакой хорошим ударом и пытался забить биток в среднюю лузу, но выкатывается биток на игру от розового в среднюю лузу, и вообще могу эту партию проиграть. Но Костя, к сожалению, ошибается в атаке и оставляет мне возможность забить прицельный шар розовый в угловую лузу. Удается мне это сделать. Побеждаю я со счетом 11-4. И на этом партия заканчивается. Ну что ж, друзья, я благодарю Константина Виноградова за игру, а вас за просмотр этой игры. Напоминаю подписываться на канал Стрела Бильярдс, ставить лайк этому видео. Подписывайтесь, потому что скоро будут выходить матчи при участии Дмитрия Белозерова, Константина Кулика, Евгения Талова. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить эти матчи. Также оставляйте ваши комментарии под этим видео, задавайте вопросы, я буду стараться на них отвечать. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Слава Україні! Бережіть себе!